Try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Archids World. Я Ксюша, и сегодня хочу поговорить с вами на такую востребованную тему в осенне-зимний период, как досветка растений. С приходом осени количество пасмурных дней становится все больше, а продолжительность светового дня все меньше. Например, в нашем регионе к середине октября световой день составляет не более 10 часов. А как всем известно, октябрь – это тот месяц, когда мы массово ждем появления наших цветоносиков долгожданных. И для того, чтобы через 3-3,5 месяца в самый такой долгожданный момент не расстраиваться увяданием бутонов, а наслаждаться вот такими каскадным цветением, мы как раз и обязаны досветить наши растения. Я уверена, что сейчас найдутся скептики этого вопроса, которые скажут: моя бабушка, мама, еще кто-то ничего не досвечивает, у всех все колосится, цветет и радует глаз. Но я с такими спорить не буду и переубеждать тоже. Я просто попрошу не смотреть мой ролик, а у экранов остаться тех, кто действительно хочет разобраться в этой теме и кому этот вопрос интересен. Итак, всем известен факт, что свет в жизни растения играет определяющую роль. Но мы сейчас с вами не будем останавливаться на теории биологии. Кому эта информация интересна, может найти ее на просторах интернета. Помимо фитоламп, существует еще ряд других ламп, которыми можно досвечивать растения. Это и светодиодные LED-лампы, люминесцентные лампы, лампы накаливания, газоразрядные. Когда мое хобби уже переросло в коллекционирование, я поняла, что без досветки в осенне-зимний период мне не добиться вот таких вот красивых гроздей. И я начала изучать этот вопрос. И, конечно же, первые лампы, которые у меня появились, это были фитолампы. Но их использование не совсем было для меня комфортным. Первое – это то, что у них такой едкий красный цвет, выедающий глаза. На тот момент мои растения жили на подоконниках, потому что это был начальный такой у меня период. И в вечернее время мне было очень некомфортно находиться в помещении, где горят эти лампы. И второй момент, что некоторые все же природники, вот такие орхидеи-природники, они все же засушивали свои бутоны, находясь под этими лампами. И к очередному, это, наверное, я года 2 их использовала, и вот на 3-й год, к очередному осенне-зимнему периоду, я подготовилась, я прочитала много информации, и мой выбор пал на светодиодные LED-лампы. Сейчас расскажу, какие преимущества у них. Первое преимущество – это то, что они не нагреваются. То есть поверхность лампы, которая светит, не излучает тепло, которое могло бы обжигать листики орхидей. Поэтому их можно вешать достаточно низко над листвой. Нагревается она только вот в этой части, которая крепится к полочке. Второй очень важный момент – то, что эти лампы относятся к энергосберегающему. Они энергосберегающие, они относятся к классу АА+. То, что тоже немаловажно, потому что, как правило, полочек много, и ламп тоже мы используем много. И третий момент – это их доступная цена, что тоже немаловажно, потому что мы их покупаем много. Так как сейчас речь у нас пойдет о светодиодных LED-лампах, нам надо будут такие понятия, как люксы, люмины, ватты и кельвины. Вот здесь у многих существует
путаница. И для того, чтобы разобраться, мы немножко остановимся, потому что нам дальше тоже эти понятия будут нужны. Люксы у нас характеризуют освещенность в конкретной точке. То есть, если простым языком сказать, насколько светло вашим растениям. А люмины – это характеристика лампы, то есть ее световая мощность. В ваттах у нас измеряется электрическая мощность, а вот кельвины – это цветовая температура. Научно доказано, что для нормальной жизнедеятельности растений им необходимо всего два цвета – синий и красный. Синий цвет отвечает за вегетацию растения, то есть за рост ботвы, листвы и корней, а красный цвет отвечает за цветение и плодоношение. В спектре светодиодных ламп есть все цвета радуги, но в зависимости от типа лампы будет преобладать либо красный цвет, либо синий. Все светодиодные лампы делятся на три вида. Это лампы теплого свечения, это от 3 до 4000 кельвинов, холодный белый нейтральный цвет, это от 4 до 5000 кельвинов. И лампы дневного света, их еще так называют, холодного свечения, от 6000 кельвинов и выше. Из этого перечня типов ламп для выращивания наших растений нам понадобится всего два вида ламп. Это лампы теплого свечения и лампы холодного свечения. Сейчас на экранах перед вами появятся два графика. Первый график, на нем представлена лампа холодного свечения с цветовой температурой 5400 кельвинов. И на этом графике вы видите, что в спектре присутствуют все цвета радуги, но интенсивность синего цвета преобладает. На втором графике это теплая лампа. На ней также представлены все цвета, но у нее преобладает интенсивность красного цвета. Итак, мы подведем вот такой небольшой итог по этим двум графикам. Хорошо видно, что в спектрах обоих ламп есть все цвета, которые составляют наш белый цвет. Различие лишь в преобладании и интенсивности. В одном случае это синего компонента, а в другом случае красного. Вот как раз этой информацией мы будем оперировать при подборе ламп для досветки наших растений. Итак, мы с вами разобрались, так как нашим растениям надо всего два цвета, это синий и красный, а они как раз присутствуют с высокой интенсивностью в двух типах ламп, это теплого свечения и холодного свечения, поэтому мы будем использовать два типа ламп. В своей практике, как делаю я применяю только лампу холодного типа свечения с цветовой температурой 6500 кельвинов. Сейчас я вам расскажу, как в принципе можно делать, а как делаю я. Как же будете делать вы, решать только вам. Как я уже сказала, я использую лампы холодного свечения 6500 кельвинов. Результат меня вполне устраивает, поэтому ничего менять я не собираюсь. Но в теории и на практике можно делать следующим образом. Так как у нас лампы холодного свечения имеют преобладание в своем спектре синего цвета, мы можем их использовать, когда у нас вегетация. То есть мы можем чередовать лампы, да?
это если совсем уже заморачиваться, мы можем использовать лампы холодного свечения. Если же у нас уже период цветения либо плодоношения, мы можем использовать лампы теплого спектра, но также можно комбинировать. То есть мы можем на полочку повесить два типа лампы. Одну лампу теплого свечения, а одну лампу холодного свечения. Таким самым образом мы покроем все стадии развития растения. Итак, я вам рассказала теорию, рассказала базовые знания, без которых нам было бы сложно понимать, почему и как сейчас мы будем подбирать лампы. Для того, чтобы вашим растениям было достаточно количества света, это той освещенности в конкретной точке, о которой я вам говорила в начале ролика, она измеряется в люксах, нам необходимо правильно подобрать лампу. А для того, чтобы правильно подобрать лампу, мы сейчас возьмем с вами рулетку, калькулятор, листик бумаги и ручку. Для чего? Чтобы записать не очень сложную формулу. Итак, нам необходимо измерить длину и глубину вашего подоконника или полочки и умножить эти две единицы. Мы получаем площадь, которую нам надо осветить. Полученный результат мы умножаем на 6000 люксов. Почему на 6000? Потому что перед вами сейчас появится таблица потребностей растений в освещенности. Растения будут разного вида. Вы там увидите строку орхидные, и в табличке увидите значение, что их потребность в освещенности составляет от 4 до 6000 люксов. Почему такой диапазон? Потому что орхидеи есть как светолюбивые, так и более теневыносливые. Мы будем брать с вами как раз показатель 6000 максимальный, чтобы уж точно знать наверняка, что мы обеспечим растение необходимым количеством света. Вот я сейчас взяла лампу, которую я покупала для примера, просто хочу показать. Я покупала эту лампу на подоконник, который имеет длину 1 метр и глубину 40 сантиметров. Так вот, если мы по нашей формуле мы подставляем 1 метр, умножаем на 0,4, мы получаем полученное значение, умножаем на 6000 люксов. И в итоге получается ровно 2400 люменов, которые у меня указаны на этой лампе. Сейчас я хочу также вам продемонстрировать. Эта лампа имеет энергосбережение А+. Как я уже говорила в начале ролика, что все светодиодные LED-лампы энергосберегающие. Дальше. Она имеет 30 Вт мощность. Мощность лампы — это достаточно мощная лампа, тоже очень хорошо. 6500 кельвинов цветовая температура, это холодный спектр, как я говорила, и 2400 люменов, которые мы, собственно, и нам надо для того, чтобы осветить подоконник метр на 0,4. Итак, как правильно подобрать лампу для того, чтобы осветить необходимую площадь с вашими растениями, мы разобрались. И напоследок у нас осталось два вопроса, которые мы обязательно должны проговорить. На какой же высоте теперь надо повесить подобранные нами лампы? Так как я уже сказала, что орхидеи есть светолюбивые и теневыносливые, в зависимости от этой информации мы можем размещать и наши лампы. Если ваши орхидеи
относится к классу светолюбивых растений, значит, вы должны вешать лампы на расстоянии от листвы 15-20 сантиметров. Так как я уже говорила, что LED-лампы не нагреваются, мы можем не переживать, что наши листики получат тепловой ожог. Если же ваши орхидеи, например, такие как фаленопсисы, относятся к более тенелюбивым и теневыносливым растениям, то лампы можно вешать на высоте 40-45 сантиметров. Я на своей практике практикую, у меня все фаленопсисы, вся коллекция состоит из фаленопсисов. И я вешаю свои лампы на высоте 15-20 сантиметров. Тем самым я беру от ламп максимальную ее эффективность. И второй момент, второй вопрос, который тоже надо обязательно упомянуть, это какая продолжительность светового дня должна составлять. В природе, в тропиках, вообще орхидеи имеют продолжительность дня в течение всего года около 14 часов. Поэтому и мы должны в осенне-зимний период оставить продолжительность светового дня до 14 часов. Я, например, включаю свои лампы, так как у меня северо-восточное расположение балкона, и даже вот сейчас у нас на улице 3 часа дня, и вы видите, что на улице пасмурно и уже достаточно темно. Поэтому я включаю лампы, независимо, что на улице, в 7 часов утра они у меня включаются. И в 10, в полдесятого, 10 вечера я их выключаю. И еще такой один момент, не менее важный, на мой взгляд, мне часто пишут в Инстаграм, девочки спрашивают, можно ли оставлять лампы включенными на ночь. Нет, категорически этого делать нельзя, потому что у растений есть свой биологический ритм. В ночное время у них происходят другие, не менее важные процессы в их жизнедеятельности, не менее важные, чем в световой день. И если нарушить этот биологический ритм, растение какое-то время будет болеть, а в конечном итоге оно просто погибнет. Поэтому световой день, подчеркну, должен составлять не более 14-15 часов. Ну что ж, дорогие мои, сегодняшняя информация подошла к концу. Я надеюсь, что тему освещения мы с вами разобрали от А до Я. Если все же будут вопросы, вы их задавайте. Мне было очень приятно поделиться с вами теми знаниями, которыми я уже владею. И буду рада, если вы оцените лайком. Гости, подписывайтесь на мой канал, потому что я обещаю еще очень много интересного. Пусть ваши растения будут здоровы. Всем до встречи и пока. Try to fly